Все мы знаем, какой вышла игра Resident Evil Village, но знаете ли вы, какой она планировалась? Сегодня я вам расскажу, что из игры вырезали и что в ней поменяли во время разработки. Приятного просмотра. Первый персонаж, которого вырезали, это Ада Вонг. Честно, я ожидал кого-то из старых персонажей помимо Криса, и я ожидал что-то по типу Джилл, но нет, они хотели добавить Аду Вонг. И не добавили. Давайте поговорим о семье Гейзенберга. Вы спросите, о какой семье, ведь на фабрике он заведовал один. И вы правы. Дело в том, что всю семью Гейзенберга из игры вырезали. А ведь у него был брат-близнец и отец, который был чуть ли не главным в деревне. И, кстати, именно отец принимал финальную форму в битве, которая по итогу перешла к Гейзенбергу. Также в их семье была мать, у которой жуткая история. Ведь два брата ставили над своей матерью эксперименты, от которой по итогу ее мозг умер. Вот это было бы жуткое зрелище. Вырезан, на мой взгляд, очень важный момент с Моро. Дизайн его почти не изменился, но паразит на его спине изначально должен был быть девушкой, которой он когда-то испытывал чувства. И в моменте, когда Моро смотрит просто в пустой телевизор, он должен был смотреть на видео со свадьбы, тем самым напоминая нам о его прошлой жизни. Все мы знаем и любим Леди Димитреску из релизной версии игры, но мы бы навряд ли влюбились бы в версию Димитреску, которую только планировали. Это была обворожительная вампирша с садовыми ножницами. Скорее всего, данный образ перекочевал к дочерям Димитреску. Ну, а сама Димитреску была разработана по новой. Замечали ли вы странности у герцога? Он появляется в любом месте, где ходит Итан. Также он знает все о деревне. Ну и, конечно же, он может предугадать события, что мы видели в последней сцене с его участием. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда едем. На самом деле, герцог мог стать пятым владыкой в деревне. Также есть концепт-арт, который показывает возможную мутацию Гейзенберга, которая напрямую связана с его повозкой. Также были вырезаны доспехи для оборотней, которые защищают ноги. До того, как создали Матерь Миранду, религиозным лидером деревни должен был стать данный персонаж. От него вскоре отказались, поэтому о нем очень мало известно. Мы только знаем, что его мутация, превращение в дракона, по итогу перекочевала к Димитреску. Все вы помните Криса из начала игры. А он мог так выглядеть, и модеры подоспели и сделали мод, похожий на концепт-арт. Мио Винтер смогла не оправиться с событий прошлой части и сидеть в инвалидной коляске. Ну и напоследок, Итан Уинтерс мог быть с другой прической. А как вы помните, в концовке игры его прическа была такой же, как и в Resident Evil 7. Одна из комнат сохранения могла выглядеть вот так. Тут есть еще две мелочи, о которых я позже расскажу. Этот набросок является концепт-артом замка Димитреску. И да, это очень странно. Ну и огромный храм недалеко от фабрики Гейзенберга, в котором Миранда должна была проводить церемонию. Небольшое изменение сцены произошло в моменте, когда Итан первый раз встречает жителя деревни. Итан и житель деревни начинают разговор, как вдруг на них нападает оборотень, который убивает старика. Затем оборотень направляется прямиком к Итану и выкидывает его через деревянную стену. Изменение, как я и сказал, небольшое, но оно могло добраться до релиза. Ведь сцена была вырезана прямо в кратчайшие сроки, и ее даже можно было увидеть в трейлере. Вторая сцена, которая подверглась изменениям, это сцена с 4 владыками, когда Гейзенберг вас ловит. Также в этой сцене Гейзенберг тушил сигарету об руку Итана. И здесь до драки все же дело доходит. Гейзенберг кидает свой молот в Димитреску. Чтобы не довести до смерти Итана, на помощь приходит ранее упомянутая Ада Вонг и помогает Итану сбежать. Сбежав от преследования, между ними завязывается диалог, в котором Ада говорит, что может помочь Итану найти дочь. Но за ними снова начинается погоня, и их пути расходятся. Но зная Аду Вонг, возможно, она хотела забрать Розу себе, ведь, как мы знаем, Роза – мощное оружие.
Из части, в которой мы играем за Криса, была вырезана довольно важная деталь. По-моему, она бы совсем не помешала игре. Мы бы могли увидеть отряд охотничьи псы в большем действии, и нам бы показали больше с ними катсцен, а также мы бы узнали их получше. Также важная деталь в том, что их лица полностью проработаны, но, к сожалению, сцены с большим их участием были вырезаны, поэтому нам не суждено было их видеть. Помните, я говорил, что в этой комнате есть пара мелочей. Первое — это фотокамера, на которую должно было воспроизводиться сохранение, но потом разработчики решили, что нужно сделать игру похожую на Resident Evil 4, и от этой идеи отказались, сделав печатную машинку. Также в правом нижнем углу комнаты виден сундук. Данный ящик работал точно так же, как и ящик в Resident Evil 7. Также в головоломке Мора вместо сокровища нам давали бы гранатомет.